Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и трагические новости о певце Филиппе Киркорове и Николае Баскове. Сегодня Организация по борьбе с преступностью и коррупцией внесла важное предложение для улучшения уровня жизни пенсионеров по возрасту Российской Федерации. Глава организации Никита Михалков и член организации Николай Дроздов предложили выплачивать пенсионерам по возрасту так называемую 13-ю пенсию. Антикоррупционный комитет предложил в конце каждого года выплачивать пенсионерам по возрасту дополнительную пенсию, размер которой будет составлять 3 обычные пенсии. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков считает, что люди, которые положили свою жизнь во благо Родины, достойны счастливой жизни в почтенном возрасте. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о трагическом событии, связанного с известными певцами Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Чрезвычайное событие произошло накануне вечером в городе-курорте Сочи, куда Филипп Бедросович и Николай Басков прибыли для проведения музыкального концерта. Однако события стали развиваться настолько трагично, что в дело был вынужден вмешаться начальник Следственного комитета и член антикоррупционного комитета товарищ Бастрыкин, который на данный момент находился в городе Сочи в деловой командировке. Стало известно, что Филипп Бедросович и Николай Викторович после проведения музыкальных концертов посетили местные экскурсии, а в заключении дня решили посетить городской пляж города Сочи, чтобы покупаться и позагорать. Однако не вполне адекватное поведение данных артистов привело к печальным последствиям. Филипп Киркоров и Николай Басков прибыли на пляж в сопровождении своих друзей и охранников и стали вести себя настолько неадекватно, что стали мешать местным жителям и посетителям пляжа. Известные артисты получили несколько замечаний, однако абсолютно не реагировали на требования людей. Последней каплей терпения для местных жителей стал вопиющий поступок Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Артисты умышленно или нечаянно обрызгали шампанским и пивом семью местного жителя, бывшего участника спецоперации офицера ВДВ Николая Морозова. Героический участник спецоперации и просто настоящий мужчина, 35-летний Николай Морозов, не стал терпеть такого безобразия по отношению к себе, к местным жителям и своей семье и конкретно проучил известных артистов. Филиппу Бедросовичу и Николаю Викторовичу не помогли ни его охрана, ни его друзья. Стало известно, что Филиппа Бедросовича и Николая Викторовича обнаружили лежащими на пляже органы полиции. У Филиппа Бедросовича диагностирована черепно-мозговая травма. О состоянии здоровья Николая Викторовича информации не поступало. Начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин, который находился в городе Сочи и уже в курсе этой ситуации, заявил, что в происшествии полностью виноваты Филипп Киркоров и Николай Басков, а бывший участник спецоперации Николай Морозов никакого уголовного наказания не понесет. Но и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Очень приятная новость. Команда Никиты Михалкова наконец-то одержала полную победу над центральным телевидением Российской Федерации и исполнила давнюю мечту члена антикоррупционного комитета и легендарного советского и российского актера Александра Ширвинта. В декабре этого года, наконец, после долгой борьбы, на центральном телевидении появится собственный телеканал и радиостанция, которая будет посвящены работе антикоррупционного комитета и культурной жизни страны. Незабвенный Александр Анатольевич Ширвинт мечтал о создании телеканала антикоррупционного комитета, потратил много сил и энергии. К сожалению, замечательный артист не дожил до счастливого дня. Никита Сергеевич Михалков отметил, что это важная победа антикоррупционного комитета, а Александр Анатольевич Ширвинт будет навечно членом нашей организации.
Цитата: «Наконец-то мы исполнили мечту Александра Ширвинда. Это заслуга нашего любимого артиста». Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром стало известно о смерти диктора центрального телевидения, гостелерадио Советского Союза Азы Лихиченко. Советская ведущая скончалась в возрасте 86 лет. О смерти диктора сообщил ее коллега Андрей Малахов в социальных сетях. От чего именно скончалась Лихиченко, телеведущий не уточнял. Андрей Малахов говорит, что все начинающие работники ТВ того поколения смотрели на Азу Дмитриевну с восхищением и ставили ее в пример. «Царство небесного», написал Андрей Малахов. На смерть коллеги отреагировала и диктор советского телевидения Анна Шатилова, которая всю жизнь проработала бок о бок с Лихиченко. Цитата: «Аза была интересным человеком разной своеобразной судьбы. У нее был свой взгляд на мир, на жизнь. С ней интересно было разговаривать, свое видение мира. Человеком была справедливым, на собраниях всегда смело говорила и выступала. Достойный, прекрасный диктор, великолепный голос, хорошее театральное образование, голос очень красивый, внешность интересная», отметила диктор Шатилова. Отметим, что Аза Лихиченко была одной из первых ведущих программы «Время». Зрители слушали новости с ее уст в период с 1968 по 1993 год. Спустя годы работы на центральном телевидении Аза Лихиченко была назначена директором дикторского отдела. Еще две трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне трагически ушли из жизни два заслуженных артиста России – Владимир Вавилов и Владимир Матвеев. Владимир Матвеев служил в театре Санкт-Петербурга, а Владимир Вавилов в театре города Москвы. Оба артиста были замечены в съемках известных сериалов. Наибольшую популярность они получили в конце 90-х годов прошлого столетия. Очень тревожная новость о дочери Никиты Сергеевича Михалкова Анны Михалковой. Лечащие врачи сообщили, что дочь Никиты Сергеевича Анна уже 3-й месяц находится в коматозном состоянии, а это запредельный срок нахождения в коме для любого человека. Стало известно, что 49-летняя женщина борется из последних сил и находится буквально на волоске от смерти. Напомним, что нападение на дочь Никиты Сергеевича произошло в марте этого года, и она оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.